Друзья, досмотрите это видео до конца, я расскажу вам один очень простой, но практический лайфхак, который поможет вам не только избежать типичных ошибок при подкормках огурцов, помидоров и перца, но и сэкономить удобрения и время. Если вы еще не подписались на канал, подпишитесь, потому что сегодня мы начнем разбирать систему подкормок, которая поможет вам выращивать более здоровые и урожайные растения. В этом ролике мы поговорим о том, когда подкармливать огурцы, помидоры и перец, а когда лучше не подкармливать, чтобы не навредить растениям. А в следующем видео мы разберем алгоритм подкормок, что, когда и сколько давать для томатов, помидоров, перца и огурцов по фазам роста с примерами доз и концентраций. Итак, поехали! Перед тем, как открыть пачку, нам нужно остановиться и задать себе один критически важный вопрос. А растению действительно не хватает питания или это просто внешний признак стресса? И вот тут вступает в силу золотое правило. Настоящая основа здорового огорода. Запомните, если растение развивается нормально, если листья зеленые, появляются новые завязи, а побеги уверенно удлиняются, подкормка не нужна вообще. Если вы изначально правильно подготовили почву и внесли базу, то дополнительная стимуляция – это медвежья услуга. Она может оказаться абсолютно лишней и нанести реальный вред. Переходим ко второму пункту – диагностика дефицитов. Давайте разберемся, как правильно читать сигналы, когда растение действительно просит о помощи. Если вы видите пожелтение нижних листьев и очень мелкие новые листочки при замедленном росте, это классический недостаток азота. Особенно часто это бывает у томатов и перцев. А вот если края листа стали сухими, хрупкими, будто подгорели, налицо нехватка калия. Такую картину мы часто видим у огурцов и томатов в период массового плодоношения. Ну и, наконец, фиолетовый или синеватый оттенок на нижней стороне листа. Многие сразу говорят, это точно дефицит фосфора. И для томатов с перцем это часто так и есть. Но тут кроется один важнейший нюанс. Поймите главное. Один единственный листик – это еще не диагноз. Тот же фиолетовый оттенок может быть банальной реакцией растения на холодные ночи. Симптомы, которые так похожи на дефицит питания, очень часто вызываются просто переувлажнением или даже естественным старением нижних листьев. Поэтому никогда не судите о здоровье всего куста по одному подозрительному листочку. Раздел номер 3. Когда следует прекратить подкормки. Теперь поговорим о ситуациях, когда удобрения из помощника превращаются в настоящий яд. Есть 3 таких фактора. Первый – холодная почва. В холодной земле корни почти не работают, элементы просто не усваиваются. А когда потеплеет, проснувшиеся корни получат мощнейший химический удар от накопившихся солей, что приведет к ожогам. Второй фактор – переувлажненная мокрая земля. Корни в ней буквально задыхаются, и подкормки лишь усилят токсичную нагрузку, что особенно опасно для нежных огурчиков. Ну и третье – любое состояние сильного стресса, будь то пересадка, обрезка, резкий перепад температур или солнечный ожог. В такие моменты растениям нужен только покой. Выждите от 3 до 5 дней до их полной адаптации. Пункт 4. Частые ошибки огородников. А сейчас поговорим про самую классическую ошибку. Знаете эту мысль? Раз 2 грамма не помогли, давай-ка добавим 10, да еще и ложку сверху для верности. Эта логика невероятно губительна. Если легкая подкормка не дала эффекта, увеличение дозы приведет к критически высокой концентрации солей. Корневые окончания буквально прижигаются. В итоге растение слабеет, и мы своими же руками губим урожай. И, конечно, не стоит кормить растения просто за компанию, игнорируя реальное состояние именно ваших грядок. Еще одна частая ошибка – это упрямое использование корневых подкормок в тот момент, когда корень и так находится в беде. Смотрите, при холодной или слишком мокрой почве намного безопаснее использовать мягкую подкормку по листу. Лист в стрессовых условиях работает в разы быстрее. Таким образом, мы аккуратно поддержим питание куста и полностью исключим риск сжечь корневую систему. 5 раздел. Когда удобрения жизненно необходимы. Конечно, бывают моменты, когда без дополнительного питания просто никак не обойтись. Во-первых, это ситуация с рассадой, которая прошла адаптацию, но растет крайне слабо. Листочки мелкие, бледные, развитие застопорилось. Здесь мягкая подкормка отлично поможет запустить процесс. Во-вторых, остановка роста после высадки в теплицу. Рассада часто испытывает стресс, и легкая стимуляция помогает восстановить корни и нарастить зеленую массу.
Ну и, наконец, если вы выращиваете овощи в бочках, контейнерах или на очень бедной почве. В таких ограниченных пространствах регулярное питание– это суровая необходимость. Главное делать это аккуратно. 6-й раздел. Тот самый лайфхак из 3 вопросов. Как и обещала, делюсь чек-листом. Перед тем, как навести раствор с удобрением, критически важно ответить себе на 3 простых вопроса. Первый. Какая сейчас реальная температура почвы в зоне корней? Второй. Чувствует ли себя растение нормально в целом, нет ли у него явных признаков недавнего стресса? И третий. Есть ли доказанные признаки дефицита питания, а не просто ваше желание заставить куст расти быстрее? Друзья, внимание! Если хотя бы на 2 вопроса из 3 ваш ответ «не знаю» или «нет», смело отставляйте ведро с удобрением в сторону. Вы им сейчас только навредите. Самая главная мысль нашего сегодняшнего разбора– осознанная подкормка всегда важнее, чем интенсивная. Подкармливать растения можно и нужно, но только когда вы четко понимаете цель. Этот осознанный подход сделает уход за вашим участком результативным и безопасным. А в следующем материале мы разберем точный алгоритм, что, когда и в каких дозировках давать томатам, перцам и огурцам по фазам их роста, с конкретными примерами. Спасибо, что были со мной, и до скорой встречи!